Когда человеку говорят «пора валить», либерал спрашивает «куда?», а патриот спрашивает «кого?». Десятка официально ушла на пенсию, и нравится мне или нет, но бесплатных обновлений для нее больше не будет. А это потянет за собой проблемы, которые начнут возникать как с новым железом, так и программами и тому подобным. Да, они уже имели с картами G-Video и при работе с двумя мониторами, когда периодически по непонятным причинам происходил рассинхрон кадров в игре, о котором я выкладывал видео, где из посмотревших 3 человек никто этого объяснить так и не смог. Поэтому сегодня посмотрим на производительность при переходе с 10 на 11 официальную и 11 девелоперскую версию. Это типа будущее обновление, которое вначале тестируется на добровольцах, а потом в Германии и Израиле появляются клиники с лучшим в мире штатом хирургов. Ну вы поняли. Суть в чем? У меня i5 14600KF, как вы слышали, в момент появления гамма-ядер Microsoft ничего не делала для их адаптации и взаимодействия. Поэтому в ряде игр и программ основная нагрузка падала то на мелкие, то застревала где-нибудь, в итоге роняя производительность. Так что начнем. Baldur's Gate 3 для начала сравним без фона, то есть никаких вторичных программ и прочего. А с фоном означает со включенным Steam, Epic Games лончером и 10 вкладками Chrome с YouTube в главном меню. После загрузки локаций в десятке имеется преимущество в 6 кадров без фона, но спустя время показатели выравниваются. В целом можно сказать, что кардинальных изменений нет. FPS варьируется от 179 до 183, что на чистой десятке, что на замусоренной всеми дровами за последний год. Посмотрим на 11-ю. В целом та же история, думаю, справедливо будет сказать, что плюс-минус показатели около 180, идем к следующей игре. Глянем на проект старого толстожопого чмыря, превратившего игру в 40-минутную дрочильню с аниме-отродьями в одну калитку и заранее прописанным результатом. А еще около полугода назад были поломаны реплеи. Кстати, с прошедшим и земля пухом, как говорится, без негатива. Если смотреть на стоп-кадрах, становится заметным, что FPS при работе фоновых задач становится ниже в 3 случаях из 4. А на 11 он изначально ниже, чем в десятке. Какая Half-Life 3? Тут старый движок смогли сделать хуже, чем было пару лет назад. Как понимаете, в контре ситуация будет аналогичной, а в реальном онлайне стоит ожидать тех показателей, что в паузе, а не вот эту багованную срань в 80-130 FPS, которых, конечно, на камнях уровня 14600K быть не может. God of War Ragnarok TSR на ультрах. Тестовая 11 показывает себя хуже всех по максимальному проскочившему FPS, однако заметное улучшение при работе в фоне. Показатели слегка подросли на 25H2, в то время как на десятке они снижались. В любом случае пока что изменений мало прям совсем. Доказано, что движок откликается на увеличение обычных ядер до 12 точно, а про мелкие пока данных нету. Hogwarts Legacy минималки с FSR. Игра взята по причине анальных показателей процессоров с гамма-ядрами на фоне советского i5-12400 в разгоне до 5 ГГц. Потрясающе, во всех случаях показатели снизились на 20-40 кадров. А у девочки они стали еще ниже, чем на текущей 11. Да. Жидок выживший, эпический, с лучевой парашей и FSR ультракашей. Очень тяжелая локация, судя по всему из-за текстур сооружений, которые повесили на процессор, не подумав, как их оптимизировать. Ну и беспонтовая лучевина отожрет процентов 20 на любом камне. Ну, наконец-то у нас есть положительные изменения. Устойчивый FPS до 8 кадров выше на 11 чистый, а 10% на дороге обычно не валяются. Но дев-сборка оказалась в очередной раз хуже всех. Tainted Grail – польский самосбор на Unity 6. Замусоренная десятка оказалась на формальный кадр быстрее чистой, что, конечно же, можно считать погрешностью.
А вот 11 уже определенно медленнее на 8-9 кадров. На дев-версии игра либо не запустилась, либо я не дождался скрытой компиляции шейдеров и не стал тестить уже. Космодесант 2 ультра настройки не дают внятных ответов, как на замусоренной десятке показатели оказались стабильно выше. Возможно, если какие-то задачи привлекут внимание гомоядер, то они не станут вмешиваться в игру, или хз. Про Oblivion Ultra с FSR и аппаратной лучевиной. Состояние тунеядца Тодика тем временем достигло 100 миллионов долларов, а фанаты пусть хавают с лопаты. Кстати, эксперты, подскажите, чем кормят и при помощи какого сельхозинструмента NPC фанатов беседы в просвещенной Европе. Смотрим на показатели до начала позорного слайд-шоу с блэкджеком и порталами. В целом изменений снова нет, на дев-версии показатели снова хуже всех. Свалкер 2 высокий STSR на 25%. Я выбрал локацию Припять как самую всратую в целом. Уже зная все сильные стороны студии, можно быть уверенным, что патчи вряд ли что-то изменили за год. Вначале стоим и смотрим, далее идем по прямой. Показатели всратые и нестабильные, а вы думали, в сказку попали, что ли? Итого при простое 11.25H2 при работе исключительной игры быстрее десяток. Но при появлении фоновых программ ситуация в целом одинаковая. Случайные просадки и лаги во всех случаях присутствуют. И завершим в Ларисе Шараебовне. Вот что-то захотелось тряхнуть стариной и посмотреть на женщину вблизи хотя бы в игре. Настройки ультра без лучей и апскейлеров. За подсчет возьмем кадр ее появления в камере. Показатели снова я вертел, честно говоря. В одном отрезке лучше одна версия, в другом она сливает третий, что приводит к аксиоме Эскобара. Приписка «иод» означает сходство с интернетом вещей. Облегченная версия 11 для всякого технокала и слабейшего железа, чтобы оно хоть как-нибудь ворочалось. Ряд фоновых служб были отключены, другие были посланы нахер. И при сравнении со стандартной дев-версией с фоном разница существенная, но превосходство над десяткой незаметно. Ну, что сказать? Ой, привет. Получилась хуйня. Ожидание того, что знаменитый смотрящий за потоками в 11-й винде или девелоперской версии будет допилен, не оправдались. Хотя чего можно ожидать от мигрантов, ссавших в ганг и мывшихся там же еще недавно. Трёп маркетологов о величии, удобстве и актуальности 11-й версии, как обычно, был преувеличен. Я отлично помню тот день, когда решил обновиться с семерки вначале на старом ноуте, а потом и установив ее на новый. И впечатления были как при переходе от паровой машины к электронным устройствам. Самое основное, десятка научилась заранее определять размер файла и отказываться перекидывать его в случае, если места для него не хватало. На семерке же вы, как овца, сидя в ожидании несколько минут, хорошо если минута, не часов, посылались в жопу. Вылезало окошко с ошибкой, сообщая, что места недостаточно, и операция полностью отменялась. А быстро определить размер папки тоже занимало очень продолжительное время, особенно если файлов было несколько. Да, поменялся интерфейс, местами полезных опций стало побольше, но часть начала скрываться, что вызывало боль. В остальном же все было круто или выглядело современно. В случае с 11-й виндой вам, человеку из современного мира, так сказать, который представляет из себя 10-я Windows, предлагается какая-то откровенная хуета. Это как-то обосновано? Нет, просто пиздострадание от пресыщения. Знаете, как знаменитый углежок в Америке, который продюсировал, трахал шлюх, бухал и очевидно нюхал порошки. Ему спустя какое-то время эта обыденность наскучила, и он начал продюсировать детей, включая детей знаменитых актеров, и обнаруженные запасы детского крема из сети подземных тоннелей, почти как в фюрер-бункере, намекают на нечто сильно незаконное. Слава богу Америке и правосудию, ему дали целых 4 года за незаконную перевозку шлюх, так что зло наказано и повержено в очередной раз. Да что ты, черт побери, такое несешь?
Microsoft вроде как обещала модифицировать десятку и больше не выпускать отдельных операционок, что было бы логично. Изменения должны быть обоснованы, а улучшаться то, что работает недостаточно быстро. В частности, фоновая фигня, которую в 11 навалили опять целую гору, экран мигает при переключении на второй монитор, система в эти доли секунды подвисает, какой-то игровой режим. Слушайте, идите нахер ради пользы Христа. Можно я сам решу, что и когда переключать? Нет, пользователя держит за самого тупого реднека, которому нужно закрыть доступ ко всему, чтобы он ничего не трогал вообще. И это старперское ворчание могло бы продолжаться еще несколько минут, если бы не один подтвержденный случай. Когда не так давно я стримил Ratchet и Clank, то начинал игру на 10-й винде. И в один из вечеров уже перешел на 11-ю. Перебросив сохранение. Внезапно выяснилось, что конкретно эта игра может идти гораздо плавнее с момента запуска. С генерацией кадров, без нее неважно. Упор большую часть времени шел в видеокарту, как и положено. В то время как на десятке происходили непонятные лаги, просадки, а с генератором создавалось ощущение, что FPS не возрастал, а просто разгружал видеокарту. Судя по информации, в игру вошла новая версия Direct Storage, с которой, что более важно, умеет работать движок. То есть потенциал 11 винды уже выше, но проблема в том, что разработчики, включая проекты на Unreal Urine 5, пока что кладут на нее болт. Так что если у вас имеются какие-то проблемы в играх или программах, не обоснованные вашим железом, то, возможно, стоит обновиться и проверить. Если нет, то рваться за улучшенной работой E-ядер смысла, как вы уже поняли, никакого нет. К тому же, судя по слухам, Intel будет отказываться от затей с ними в новых поколениях в игровых процессорах, потому что ожидания она, очевидно, не оправдала. Точнее сказать, рукожопы из Microsoft ее не поддержали. Но на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ссылки на поддержку, вопросы по сборкам и апгрейду в описании канала и видео.